Мои дорогие подписчики, здравствуйте! Как-то мне хочется все меньше и меньше об этом говорить, но в жизни так случается, что приходится говорить все чаще и чаще. Вчера позвонила мне девушка, я вижу какой-то неопределенный номер, говорит: Виктория, вы меня не помните, мы познакомились с вами аж 2 года назад в украинском посольстве. Я была с мужем тогда и с ребеночком, девочкой. Я говорю: да, помню вас, помню. Она говорит: ну вот, я вас вспоминала на днях, решила вам позвонить. Дело в том, что, говорит, возможно, мы будем друг другу полезны, я вот хочу заняться нумерологией. Это моя мечта, как бы заниматься этой наукой. И там карты Таро она еще тоже изучает. Я говорю: ну, возможно, и будем друг другу полезны, кто знает. А сама она такой человек приятный, я ее хорошо запомнила. Но голос у нее был в тот момент такой, знаете, немножечко встревоженный. Я это прочувствовала сразу. Говорю: ну, давай, рассказывай, что значит у тебя случилось. Она говорит: вот мы тогда сделали ребенку паспорт, муж забрал. Я проговорилась, какой там у меня доход есть. Она говорит, и муж, значит, сразу посчитал и сказал, чтобы я на эту сумму покупала продукты. Она говорит: я очень пожалела, что я об этом сказала ему. И говорит: по сути, у меня не осталось никакого дохода. Он не разрешает мне заниматься нумерологией. И, конечно, карты Таро не разрешает заниматься. Вот, устанавливает контроль, ребенка не разрешает вывести из страны, там, она хочет поехать к родителям в Украину. Ну, в общем, такая вот ситуация, одна из многих ситуаций, которые тут есть в нашей жизни, и не только тут, это везде. Что я могу сказать? Из таких ситуаций, где над вами установили контроль, где вас унижают, обесценивают, и, как она сказала, когда мы идем в люди, чтобы я вела себя очень так хорошо, как будто бы у нас самая счастливая семья в мире, чтобы я не показывала никаких огорчений. Вот Виктория позвонила вам, потому что вы мне внушаете доверие, я вам доверяю, верю и вот нуждаюсь в помощи. Да, в такой ситуации действительно человеку нужна помощь, потому что человек уже в полной зависимости за 10 лет, которые они вместе, там уже прошел полностью биохимический процесс в головном мозге. Этот процесс проходит, когда женщина начинает жить с нарушенными людьми, которые пытаются ее контролировать, которые не дают свободу, которые унижают, обесценивают и таким образом понижают самооценку, чтобы легче можно было контролировать. Мои дорогие подписчики, если вы уже попали в такую ситуацию, с нее нужно выбираться, немедленно выбираться. Большинству, конечно, нужен психолог, и я могу под видео оставить вам хорошего психолога. Зовут ее Татьяна, она с большим опытом работы. Она работает с жертвами абьюза, она помогает выходить из токсичных отношений, восстанавливаться после этой травмы и начинать новую, продуктивную, интересную жизнь с хорошими партнерами. Так вот, я что хочу сказать, что мы, девушки, сами себе позволяем, чтобы нас либо любили, либо нас гнобили. И хочу вот именно сказать вот этой девушке, которая позвонила тебе, Виктория, чтобы заняться какой-то новой деятельностью, нужно себя восстановить вначале. А где она возьмет ресурсы, чтобы заниматься, допустим, той же нумерологией или еще чем-то, любым делом. То есть вначале нужно восстановить свое духовное здоровье. Я не знаю, кто-то верит в это, кто-то нет, но я знаю, что если ты энергетически выжат, то ты уже ничего другого не сможешь сделать. Всегда это хроническая усталость, вечное недовольство и так далее. И хочу сказать, что у нас у каждого есть резерв, большой резерв. Просто либо мы о нем не знаем, либо мы истощились, и нам надо восстановиться там физически, психологически и так далее. И если говорить уже о ресурсах, я вообще никогда, я работала много лет с детьми девиантного поведения в вечерней школе и сидела на телефоне консультации. Сейчас немножко позже расскажу вообще, как я к этому пришла. И хочу сказать, что только на своих примерах я всегда рассказываю, как вообще можно восстановить себя. То есть не за счет кого-то, а только за счет себя и своих вот сил, ресурсов, своего бешеного желания. Вот. Но я думаю, что я же уже, как говорила, моя жизнь, она не очень сладкая была. Я в 24 года осталась одна с 3 детьми,
И мне нужно было тоже находить где-то ресурсы, выживать в 90-е годы, где-то брать деньги, где-то как-то вообще понимать, что дальше-то делать. И понятно, что я там не кинулась в нумерологию, да, то есть мне надо было зарабатывать. Но я хочу сказать, что еще когда была совсем ребенком, я очень часто наблюдала за людьми. Так случилось, раньше в советское время была программа такая в образовании, и детей из больших семей, из трудных семей, из, как сказать, неблагополучных семей забирали в интернаты. И забирали там пенсию, или там родители доплачивали какие-то деньги. И, в общем, основную часть содержало государство. И я воспитывалась в интернате. И хочу сказать, что я когда ездила домой, мы домой ездили очень редко, вот на выходных, и я всегда наблюдала за людьми, как они пахнут, как они разговаривают, а почему он именно так сказал, а почему так вот посмотрела, что он там подразумевал под этими словами. Вот я еще была ребенком, это 5-й, 6-й класс. Но я никогда не думала, тогда вообще в априори не было слова психология. В Советском Союзе, да? Но мне всегда это очень интересовало. И уже имея 3 детей, живя в общежитии, не имея денег, я поехала учиться на психолога. Вот. Хотя я была педагогом, дошкольного образования, всю жизнь работала с детьми, но мне всегда было интересно изучать людей. Но параллельно, чтобы зарабатывать и как-то, чтобы мои девочки выглядели классно, я научилась вязать, шить. Я вышивала на платьишках у них цветочки гладью, я делала бусинки им там разные, я вязала там всякие шапочки, носочки, кофточки. Я о ресурсах опять. Откуда мог? Да, моя мама вязала, но она никогда меня не учила вязать. Я сама научилась. А подружку мою учила, потому что подружка жила рядом с мамой, я жила в другом городе. Вот такая взаимосвязь, оно все равно где-то заложено. А в кого-то больше, да, кого-то творчество, кого-то технические какие-то способности, да, они есть. Только нужно уметь их раскрыть и не дать возможность другим людям это все похерить, как это не грубо будет сказано, и другим людям не дать возможность тебя уничтожить. У нас, к сожалению, это, вот особенно здесь, в Египте, девчонки приезжают яркие, красивые, сочные, а потом посмотришь через несколько лет, что с ними случается, мне непонятно. И получается, что я выучилась уже, будучи вдовой, мамой 3 девчонок, я выучилась на психолога. Хотя пока я училась, чтобы мне платить за учебу, мне там несколько баллов не хватило за бесплатное образование, я работала в торговле, стояла за прилавком. Я параллельно педагогике, я лет 15 мыла полы в этой же школе. И мне не было зазорно. А это какие? Это тоже мои ресурсы. А кто бы мне дал? Никто не дал. Я ни на кого не надеялась. Может, это плохо, а может, это хорошо. Если ты мне задаешь вопрос, как ты там отстреливаешься, да, от мужчин? А что я от них отстреливаюсь? Они меня сами боятся. Вот. И хочу сказать, что вот эти знания, они очень пригодились, когда вот у меня же тоже очень много разных ситуаций было, тяжелых, да, там, не только касается детей. Слава богу, дети мало болели, слава богу, дети не дали мне больших беспокойств. Также я влюбляюсь, также я расстаюсь, также я плачу, также я страдаю. Мы все девочки ранимые, да, и все там хотим быть любимыми, желанными, но, к сожалению, всегда в нашу жизнь приходит человек, не всегда приходит человек, который, достоин нашей любви. Вот. И вот эти знания, да, и плюс параллельно, это мое хобби. Вот о чем мы говорили с тобой ранее, да, не на камеру, что у каждого человека должно быть хобби, хоть какое-то увлечение, да. Иногда вот спрашиваешь, я же очень много проводила консультаций еще, будучи работая психологом, когда спрашивают человека, а что ты сейчас хочешь? А женщина, которая вот уже самовыгоренная, выжатая вообще все соки, она не знает, что она хочет. Я говорю, элементарно. Хотела бы ты себе пойти сейчас просто купить шоколадку? Когда ты себе последний раз позволяла? Не знаю. Допустим, просто пойти красивое белье себе купить. Ой, да вы что там? То есть человек даже не может задуматься, да? Или иногда элементарно я спрашиваю такие вещи. Вот, допустим, Виктория, какое у тебя любимое животное? Что? Любимое животное? Леопард. Вот. А некоторые люди спрашиваешь, они даже не могут навскидку сразу вспомнить, какое у них любимое животное. Хотя, когда начинаешь беседовать, да, и характеризовать каких-то маленькие примеры, они, ой, я это люблю, это люблю, это люблю. То есть человек настолько заблудился внутри себя, что он таких элементарных вещей, кайфовых для себя, он не может даже вспомнить. Это беда не только этого человека, не только этой девочки, а беда вот этих родителей, которые эту девочку там... Она, может быть, и вышла в свет... как сказать, умненькая, хорошенькая и там с каким-то одарованием, да, но есть мальчики, которые более сильно абьюзы, которые они это дарование губят,
Они не дают возможности разговаривать, не дают возможности. И манипуляторы же, да, мы же все мамы. Ну, даже если у кого нет детей, внутренне все равно срабатывает вот этот материнский инстинкт. А представляешь, когда у тебя твое дитё родное, какой-то дяденька, который его сделал, забрал. По большому счету, он же не нужен ему, этот ребенок. Просто это же манипуляция чистой воды. А мы на все это понятно, что да, это тяжело. Есть же такие случаи, да, когда девочка остается без документов, без денег, да, и то есть она вынуждена идти. Нет, не надо этого делать. Я просто хочу сказать, девчонки, на своем опыте, я вообще осталась в общежитии с 3 детьми, без денег, был дефолт. Мы еще перед тем, как ехать в отпуск с мужем, огромную сумку вещей детских потеряли. И он потом резко умер за сутки у меня. Я вообще осталась с голой опой, грубо говоря. Но я же выкарабкалась. Вот я сегодня где вообще живу, в Египте, в прекрасной стране, с прекрасным воздухом, с Красным морем, я кайфую. Да, у меня нету столько там много там денег или еще что-то, но я же как-то нахожу выход из ситуации. У каждого есть ресурс, у каждого. Просто нужно сесть. Если сам не можешь, значит, обязательно должен встретиться человек. Просто нужно просить Бога, Вселенную, чтобы тебе, на помощь послали, да, кого-то. Информацию, людей, какие-то ресурсы, чтобы тебе восстановиться. Я думаю, что даже находясь в Египте, и даже если такая стрессовая ситуация у девчонок, нужно просто, отпустить, может быть, эту ситуацию. Понятно, что с ребенком он ничего не сделает, не обидит его, да, но нужно самой восстановиться, взять и просто, вот действительно, пойти по улицам, как мы сейчас шли, вот полмамши прошли, красота неимоверная, все цветет, цветочки розовые, цветочки красные, желтые, белые, оранжевые. И мы это все видим, потому что у нас, немножко восприятие мира это другое. То есть мы-то счастливы, внутренне мы счастливы, спокойны. А девочки, которые находились под гнетом многие годы, да, они уже этого даже не замечают, им даже это не интересно. Но хотя бы начать с малого, да, выйти на улицу, хотя бы одеть какое-нибудь красивое платьице, просто пойти сходить на море, просто пообщаться с подружками и принимать какие-то уже шаговые решения, по чуть-чуть, и выходить из этой ситуации. Много же таких. Может, тут создадим клуб клуб берегиню, одиноких сердец, которых обидели местные фараоны. Ой, как здесь что? Красота! Тут еще одно красивое место. Гранд Резорт. Великолепные цветы, пальмы, зелень. Вообще прелесть. Вот мы ходим с Викторией, ищем самые красивые места. Мне кажется, тут это не только в Хургаде, а и в ее округе. Можно просто, это рай среди пустыни. Так ведь? Девчонки, восстанавливайтесь. У кого проблемы, обращайтесь, поможем. 7 часов 30 минут в Египте зажгли новогодние свечи. Везде в странах убирают гирлянды, а здесь, начиная от Нового года на Нового года, их зажигают. На Рождество они везде горят. На Рамадан. И когда у них отмечается праздник Рамадана, здесь просто второй Новый год. Поэтому для египтян это просто очень важно. А для нас как приятно. Посмотрите, какая прелесть. Такое ощущение, что у нас начался Новый год. Мне очень нравятся эти фонарики. А вам? Я думаю, наши съемки уже пора заканчивать, потому что сегодня с 9 утра я плавала в море, я не знаю, там, наверное, километра 4 проплыла. Целый день под горящим солнцем, ветра нет. Договорились с Викторией, она говорит, тут совсем недалеко, минут 10 ходьбы. В результате мы почти 4 километра прошлепали пешком. В общем, я уже очень устала. Спасибо этому Новому году, подняли мне настроение, фонарики, поехали домой. Я уже не могу. Спасибо. Подруга, давай-ка закончим сегодня наши съемочки. Если хотите прогуляться по Хургаде и приедете, обязательно идите вот в эти красивые места. На Мамше, оказывается, когда уходишь от Машрабеи, чуть дальше очень красиво, зелени много и красивых мест очень много. А какие красивые мужчины здесь ходят. Европейцы, не египтяне. Ну что ж, мои дорогие подписчики, буду с вами прощаться. Напомню вам, что координаты Татьяны вы найдете под видео. Обязательно напишите ей. И если вы являетесь жертвой абьюза и хотите выйти из токсичных отношений, пишите, и да будет вам счастье.